Приветствую, друзья мои! Сегодня будем испытывать еще одну очень интересную печку в таком тоже очень прикольном доме. Своеобразный дизайн, очень красивый, очень современный. Выйдем на улицу, посмотрим дымоход. Ну, давайте по порядку. Вот такое вот чудо. Отойду немножечко подальше, чтобы было понятно, где и как оно стоит. Большое помещение, но здесь тут арочкой, не аркой, а таким простенком несущим. Разделено, видимо, телевизор тут будет висеть, как-то диваны там с этой стороны стоять. Значит, ну это уже все не наши дела. Вот, наши дела это вот такая вот печка. Вот, может, на нее не очень падает свет, но, надеюсь, будет видно. Производитель этой печки хорошо известный нам. Это хорватская компания «Пламень». Печка чудо как любопытная. Давайте-ка для начала откроем паспорт и почитаем, что написано в нем. Так, сразу покажу. Значит, у производителей, которые не АБД делаются, с прошлого года введена вот такая вот наклейка. Она обязательно должна быть приклеена либо на стекло, либо вот так вот лежать в зольном ящике. Значит, на наклейке всегда, это касается вот не только «Пламени», а и другие печки, которыми мы занимаемся. Здесь вот видите, написано название производителя. Так, что-то не фокусируется. Так, или фокусируется. В общем, вот «Пламень». Модель называется «Нера». Класс экологический, да, теперь как на стиральных машинах. А+. Вообще А+, это очень круто. То есть я по печке, это, в общем-то, именитых очень брендов стоят, и у них там максимум система А. А+, это, ну, скорее, знаете, там скандинавы могут себе позволить такую штуку. Вот, значит, если такой наклейки нет, ну, простите, наверное, шило какое-то. Вот, непонятно откуда, пришедшее, не прошедшее сертификацию. Вот, сертификат хорошо это или плохо? Хорошо. Клапан ЕГР хорошо, когда он сломался, это плохо. Вот, но когда машина едет чище, не дымит, то, наверное, ЕГР это лучше. Так, значит, это гарантийная штука, гарантийный талон. Еще тут всякие бумажки, всяко разные. Ну и давайте теперь так, откроем инструкцию. Вообще интересно, да, инструкция, часто спрашивают на русском языке. У нас есть общая инструкция на русском языке, общая для всех печей. Вот, но «Пламень» свою собственную инструкцию, ту, которую вкладывает, она, к сожалению, без русского языка. Вот, хотя на российском рынке представлен производитель, на хорватском, хорватский, немецкий, английский, чешский, славянский и сербский. Вот. Сербы-братушки тоже, видите, потребляют эту печку. Вот паспорт. Что в паспорте мы видим? Вот этот параметр, он просто какой-то, ну, запредельный. Есть у меня печка, одна из самых любимых. Вот, делается она в Дании. Так вот, у нее вот такой вот процент выброса СО в атмосферу. Вот, это супер показатель, самый, наверное, крутой, который мне доводилось видеть. Ну вот, производитель, получив сертификат, вот, добился вот таких вот параметров. Значит, 285 градусов – это выход из дымохода.
при номинальной мощности 10 киловатт. Ну и печка вот в режиме там номинальной мощности своей десятки, вот она показала коэффициент полезного действия 89. Споров много по поводу того, как меряется коэффициент полезного действия, это отдельная тема. Вот, сегодня мы ее касаться не будем, но в магазине с удовольствием об этом разговариваем. Так, расстояние до горючих материалов. Сзади 40 сантиметров, по бокам 400, фронт 200. Ну, фронт 200 это, наверное, имеется в виду вот здесь вот пол, но тут пол полностью не горючий, потому что от стекла вот 20 сантиметров, конечно, мы ничего не поставим, здесь будет очень жарко. Почему в чугунной печке расстояние до задней стенки такое небольшое? Потому что обычно расстояние до горючих поверхностей больше. Давайте посмотрим. Конструктивная особенность вот этой печухи в том, что у нее есть, видите, конвекционный экран. Редкие печки чугунные его имеют. Вот, что он позволяет? Снизу он забирает воздух, вот здесь щель. Воздух проходит, нагревается и выходит вот отсюда сверху. Это снижает, очень сильно снижает заднюю поверхность. То есть если обычно поверхность печи вот здесь где-то порядка 300-350 градусов, то ну, вот здесь печка не будет так нагреваться. Так, что еще мы видим? Огромный зольный ящик. Вот, большой, действительно большой. Здесь, я не знаю, расстояние, ну, глубина его, наверное, сантиметров 7. Здесь проложен шнурок. Говорит это, в общем-то, о том, что когда ящик закрыт, вот, то он очень плотно, герметичный, и отсюда воздух не подсасывается. Вот здесь регулировка подачи воздуха в камеру горения. Ход очень такой, знаете, плотный, хороший, нигде ничего не болтается, оно так не гремит. Давайте-ка заглянем вниз, что там. Вот такое вот корытце стоит. Вот, а там наверняка дожимная пластинка стоит, иначе такого хода не было, потому что много печек я регулирую. Вот он клапан, который, видите, открывается и закрывается. А там не видно. Да, там какая-то пружинка, вот, которая этот клапан дожимает. Ну вот здесь, когда он закрыт, подсоса нет. Вот прям гарантированно. И вот этот вот шнур, который идет по периметру, он исключает подсос воздуха какой-либо. Зольник, он мало того, что он огромный, он еще имеет, смотрите, какую ручку мощную, видите? Часть дизайна. Огромнейшее стекло. Ой. Удобный хват ручки. Она нагреется 100%, потому что она чугунная. Вот, но для того, чтобы не обжечься, будет вот такая перчатка. Вот, кстати, тоже важный момент. Есть печки на рынке, не будем показывать пальцем, у которых вот это отверстие сквозное. И там обычно стоит пластина, такая тоненькая, тонюсенькая пластина, которую выгибает, и печка становится негерметичной. Здесь такая вот ложбина, она полностью отлита, вот, и зажим находится за пределами двери. Показываю, что здесь полностью дверца герметичная, примыкает очень здорово.
Внутри мы увидим зуб, но помимо того, что мы видим вот вермикулитовый зуб, что такое вермикулит, тоже не буду сейчас останавливаться, иначе это видео растянется еще дольше. А сверху есть еще один зуб. Два зуба дают нам прекрасный дымооборот внутри печи, вот, что, собственно, и поднимает ее, вот эти характеристики, которые мы с вами рассматривали. Итак, что мы еще видим? Задняя стенка двойная. Вот, на ней есть канал для подачи воздуха на так называемый дождик газов. Вот, что такое дождик газов и рабочая ли система вот эта? Даже у меня есть два мнения на этот счет. Вот, просто есть печки, у которых дождик не определяется вот этой вот штукой. Это скорее там огромный объем воздуха сверху подаваемый. Здесь конструкция проще, конечно. Ну и печка чугунная, давайте так, она еще находится в таком бюджетном сегменте. Подача воздуха у печки эффективная, но примитивная. Видите, вот здесь вот щель, вон там видны мои пальцы. Вот, и воздух попадает вот сюда, вот на этот порожек, и по нему идет вдоль стекла. Вот, но вот этот порожек, он как раз и решающую роль играет, вот, потому что воздух по нему идет направленно вдоль стекла. Стекло с хорошо отшлифованными кромочками, под ним, видите, проложен шнурок. В общем, глазу, знаете, так не за что зацепиться так, чтобы придраться. То есть все очень, очень добротно. Вот. Цвет у печки черный. Если сравнивать там с многочисленными, ну, с многими аналогами, у которых цвет антрацит, то она темнее. Наверное, такой более естественный цвет. Потому что антрацит, он немножко сероватый. Так, что еще? По дизайну, ну, мне нравится, нам нравится, заказчикам нравится. Обращаю внимание вот на поверхность такую. Топ с той стороны, наверное, будет видно лучше. Видите, какой узор прикольный отлит. Вообще, для того, чтобы отлить вот такой узор, чтобы он так хорошо был виден, нужно по-настоящему очень хорошее оборудование иметь, литейное. Вот. Потому что, ну, если лить там просто в песок или там в пенопласт, вот, то форма вот такой вот оригинальной, крутой, наверное, не будет. Но это вам литейщики скажут, может, в комментариях там начнут мнение высказывать. Так, дальше. Черная труба, вот такая вот чудесная. Производит ее компания Дарка. Вот здесь стоит шибер. Почему стоит шибер? Я вообще не люблю шибера, люблю печки герметичные. Но эта печка будет регулироваться именно шибером. Хотя посмотрим. Но вот эта щель сверху, она мне, в общем-то, говорит о том, что подача воздуха будет постоянной. И для того, чтобы отконтролировать, отрегулировать печку, шибер понадобится. Все это мы увидим. Вот здесь такая как прочистка на колене, и наружу выходит дымовая труба компании Ferrum. Она сейчас здесь не закреплена. Вот монтажник, ну не то что он жаловался, но сказал, что не очень удобно проходить через стену. Здравствуйте, да. Не очень удобно проходить, заказчик приехал, вот, а я тут видос снимаю. Значит, не очень удобно проходить через стену, когда уже есть вот такая вот финишная отделка, заботливо кем-то уложенная. Вот, здесь еще кое-что будет доделываться, поэтому экран не закреплен, не закреплена вот эта косынка. Давайте пройдем наружу и посмотрим, что с дымоходом. Тра-та-та-та, тра-та-та-та.
А вот такой вот наружный дымоход у нас. Здесь тоже, видите, еще часть будет доделываться. Нижний наконечник, конденсатосборник, пластина, которая закроет вот это вот все непотребство, площадка монтажная, там еще стеновой хомутик, зонтик, все хомуты стяжные, все на месте. Уже где-то говорил, что хорошо, когда не надо колхозить никакую ерунду на объекте, когда производитель труб дает нормальную фасонину, дает возможность. Она, к слову, не так дорого стоит. Ну да, надо будет немножко заплатить, там дороже, чем проволокой там что-то вязать. Но зато, ну и внешний вид другой совсем. В общем, рекомендую. Так, я пошел печку распаливать, ну и потом включимся. Продолжаем разговор. Печка разгорелась. Так, что горит, как распаливали. Долгим процесс мог показаться. И так видео как-то короткие не очень получаются. Значит, Степан, как обычно, припер на дрова. Ой, на дрова, припер на дрова. Как обычно, да, привез с собой на объект дрова. Был затык, закончились дрова, которыми мы пользовались там больше года. Вот. Но благо я нашел поставщика. Ребята поставляют дрова на Европу. Ведь уже даже не по 25, попросил, говорю, слушайте, давайте мне по 30-35 сантиметров. Вот. И это такой чистейший дуб, вот, без коры, сухонький, техсушечка, класс. В общем, счастье есть. Заказчик увидел, посмотрел, дрова ему понравились и, в общем-то, дал контакт. Связал. Давайте чуть-чуть, пару слов про дрова, даже не о том, что надо использовать сухие, это понятно. В комментариях там кто-то писал по поводу того, что там вот печка там только на сухих дровах и работает. Все на самом деле немножко не так. Печку можете топить чем хотите, речь просто идет о том, как долго она будет оставаться чистой. Значит, в моем случае, ну вот сегодня мы находимся не на даче, и печка, в общем-то, ставится не для отопления сюда, а несколько для других целей, на огонек посмотреть. И правда проще, иногда, если вы камином пользуетесь там не ежедневно, заказать, привезти сухих хороших дров. Вот, это не настолько дорого, вот, зато это не будет отнимать у вас времени, вы можете совершенно спокойно заниматься своими делами, вот, а не драить стекло после каждого раза. Вот, здесь стекло не закопчено. Вообще дуб дает такое очень интересное оранжевое пламя. Оно не очень высокое, но дрова такие долгоиграющие. А вон, смотрите, наш викинг. Да, вот этот Рагнар Лодброк монтирует печи. Привет, человек. Да, вот там баня, там мы тоже устанавливаем печку. Я надеюсь, найду время и про нее что-то вам сниму. Вот, значит, вернемся к пламени. Если положить сюда дрова, скажем, березовые, сосновые не надо, если только очень сухие, то пламя будет высоким. Ну, вот прям вот до сюда добивать.
Вот. Дуб горит немножко более умеренно за счет того, что у него между волокнами меньше расстояние. Там воздух не так быстро выходит из дров, поэтому горит не так ярко. Но зато горит очень чисто. Вот. Чтобы посмотреть, герметична или нет печка, вот, надо сделать вот такое движение. Вот. И, как я и говорил, оно замирает там потихонечку. Пламечко. Просто большой очень объем воздуха, поэтому не сразу, не быстро это все происходит. Но происходит, видите, даже без шибера пламя становится значительно меньше. Производитель, помните, показывал вам перчатку, вот я ее сейчас одену. Вот. Закрываем еще шибер. Вот. Ну и здесь совсем тухнем. А в общем, знаете что, не закрывайте вы эти шибера, регулируйте вы с штатной подачей, и будет тоже пламя яркое гореть. Но только если печкой вы пользуетесь для отопления. В этом случае, возможно, будет эта вещь актуальна. Так, где какая температура? Вот здесь печка горячая, даже дотрагиваться не буду. Вот здесь, она тоже горячая, вот, хотя значительно меньше, чем здесь. Здесь бы я, наверное, кожу оставил. Вот, тут она продувается. Ну вот, кстати, стенка, она теплая, но не горячая. Вот здесь за дымоходом температура даже меньше. Вот тут. Ну а расстояние здесь, наверное, сантиметров 40. Так, низ печки холодный. Сюда, вот тут вообще холодно, то есть можно хоть дрова класть. Но это не удивительно, там зольный ящик, который продувается. Вот здесь у нас есть в комплекте во все печки пламень кладет вот такую кочергу. Нежмотливый производитель. Спасибо ему за это. Так, что сказать? Стекло чистое. Печка регулируется. Не так, как мои любимые печи, но регулируется здорово и лучше, чем большинство чугунных печей, особенно вертикальных, которые нам доводилось видеть. Видеть, испытывать, пользовать. Вообще, надо сказать, что на улице 27 градусов, поэтому пару производителей выпущили на нас глаза и говорят, зачем полезть в камин, когда больше 20 градусов на улице, и они в общем и целом правы, делать этого не надо. По-хорошему все печки надо, да даже и испытывать их надо не по такой погоде, а зимой. Красота. Красота. Огромное стекло. Вот так вот. Присесть и смотреть на огонь. Чистенько. Кстати, вот никакой сажи нету на стенках. Вот там вот зуб вермикулита, вы видите, он сверху стоит. Вообще намека нет. Это вот, ребятки, сухие дровишки. Все, не буду больше время отнимать.
Можно было покороче снимать, но для людей, которые собираются потратить деньги, я думаю, что может какая-то любая мелочь быть важной. Я, может, что-то не упомянул, а вам интересно, вы не стесняйтесь, во-первых, комментарии пишите, во-вторых, звоните, еще лучше приезжайте, все задавайте, на все вопросы с удовольствием отвечу. Либо я, либо коллеги мои дорожайшие. Вот. Монтажников не надо пытать на объектах, они люди не многословные. Вот, они знают, как безопасно смонтировать камин, но как это советы, а что тут лучше подойдет по дизайну, это к дизайнерам. Это даже не всегда к нам. Вот. Всем счастливо. Меня зовут Степан. Очаг Бай. Увидимся в магазине. Пока. Audio Jungle.